Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 8 ноября, среда. И, как я обещал вам, сегодня я расскажу о некоторых подробностях убийства помощника главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Залужного. Ну, для начала, чтобы понятнее было, опишу временные рамки, как я работал по освещению этого события. Это было 6 ноября, в понедельник. Ну, как известно уже из официальных источников, несчастный, вернее, нет, не несчастный случай, это убийство, которое произошло примерно в 17:10, 17:20 по киевскому времени. Разница между киевским и вашингтонским 7 часов. То есть в Киеве на 7 часов позже, чем здесь, в Вашингтоне. Сообщение о этом, тогда еще не было известно, что это убийство, скажем так, сообщение об этом несчастном случае я получил, ну, примерно через 1,5 часа после того, как оно произошло. Я еще сделал несколько звонков, переговорил с потенциальными источниками, и где-то в 1:30 по вашингтонскому, то есть в 8:30 по киевскому времени, то есть прошло 3 часа с момента этого несчастного случая, с момента взрыва. Через 3 часа у меня уже была фотография с места события и первое краткое сообщение о том, что произошло. Надо сказать, что сообщение об этом пошло в национальную полицию. Звонивший, значит, сообщил о том, что произошел этот ужасный взрыв, а также сообщение соответствующее прошло в ВСУ. По-моему, это в генеральный штаб сначала. Ну, в общем-то, это не принципиально. Ну, пока первый звонок прозвенел, скажем так, в 7:30, вернее, в 17:30 по киевскому времени, пока группа собралась, пока она приехала, пока она увидела это все ужасное. То есть я не стал публиковать эту фотографию, потому что смотреть ее невозможно. Пока люди приходили из шокового состояния, приступили к делу, и вот уже в 3:28 по вашингтонскому времени, то есть это по киевскому 10:28, то есть практически через 5 часов после взрыва появляется официальное сообщение министра внутренних дел Клименко, в котором он говорит, что трагедия начинает обрастать разной информацией от источников, в кавычках, поэтому официально сообщаю. Ну и дальше он рассказывает, как потерпевший, вернее, погибший, убитый, приехал со своего дня рождения, которое он отмечал на работе с товарищами. Приехал он с подарками, начал их разбирать, достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала он дал боеприпас сыну, или сын сам взял, начал крутить кольцо, служащий забрал гранату, ребенка выдернул кольцо, произошел трагический взрыв. Ну, там еще 5 не разорвавшихся гранат нашли и так далее. То есть сразу же, это официальное заявление, через 5 часов после этого взрыва, вот такая информация. То есть вывод уже сделан. Это несчастный случай, который имел место в результате вот такого неряшливого или неосторожного обращения с боеприпасами. И вот я читаю это объяснение. Да, и нужно сказать, значит, это произошло в 10:28 по вашингтонскому времени, а примерно через полчаса я выложил в интернет свое видение, вот предыдущая охота на генерала Залужного, где я изложил свою версию. И тут же примерно через 15 минут грянули тролли. То есть уже было более 23:00 по киевскому времени, народ спал, но их, видимо, подняли по полной боевой тревоге, и вот начался там вакханалия, мол, что ж вы все извращаете, это неосторожное обращение с оружием, несчастный случай и так далее. То есть надо понимать, на Банковой народ не спал, и в других соответствующих организациях, учреждениях государства в Киеве. Но я вот читаю вот это заявление генерала Клименко,
И, как говорят в Одессе, имею вам кое-что по этому поводу сказать. Первое. Во-первых, как он говорит, официально сообщаю. Официально сообщать он, вряд ли мог министр, потому что в то время подследственность расследования этого дела еще не была даже установлена. То есть национальная полиция попала на место происшествия, потому что туда просто звонили. Некуда. Человек, который позвонил, будучи в шоковом состоянии, как он отрекомендовался, военнослужащий, позвонил в первый номер телефона, который попал ему под руки. Вот поэтому туда приехала полиция. Официально подследственность была определена прокуратурой только на следующий день. То есть официальность вот этого заявления министра Клименко, она весьма сомнительна. Второе. Вот это описание, как все произошло. Что боевой офицер, закончивший военную академию в городе Одессе, профессионал, судя по всему, неплохой, если он работает в штабе главнокомандующего, и более того, является, как это сообщил генерал Залужный в своем телеграм-канале, является другом главнокомандующего. То есть надо понимать, что генерал ценил майора Частякова. Ну и вот, значит, этот майор Частяков приезжает, раскрывает боеприпасы, дает полюбоваться сыну, начинают дергать они за эти кольца. То есть это вот картина, извините меня за выражение, я не имею в виду погибшего майора Частякова, но вот если так описывать, поверить тому, что написано, то это обезьяна с гранатами. Вот то, что говорят обезьяны с гранатами, вот это вот следует из официального заявления министра Клименко. Такого не может быть, потому что вот не может быть в принципе. Вот я обращаюсь к вам, дорогие зрители. Представьте ситуацию, у вас день рождения, и к вам приходит даже не друг, знакомый с ящиком, и говорит, да, дальше там пошла информация о том, что якобы вот этот полковник, фамилия его была, сначала прозвучала, потом его сняли, фамилию закрыли, зачем, почему, мы поговорим еще на эту тему. Так вот, якобы он передал этот ящик с подарком и предупредил, что там лежат гранаты. Вот можете себе представить, вам приходят и говорят, там, Василь или Оксана, у тебя сегодня светлый праздник, день рождения, вот на тебе ящик с гранатами или с бомбой. Я знаю, у тебя 4 малолетних детей дома, может, им понравится, вот все. Но вы представляете, что бы вы сделали с этим другом, который принес вам этот так называемый подарок? Но вообще, дарить гранаты – это вообще так, верх идиотизма. А дарил, напомню, это полковник, это еще один помощник из окружения генерала Залужного. И надо понимать, тоже профессионал, который понимает, что такое гранаты. И с точки зрения уголовного права вообще такие вещи, которые могут причинить смерть человеку, они являются источником повышенной опасности. И если ты владелец этого и кому-то его отдаешь по небрежности, по неосторожности или сознательно, и этот предмет приводит к ранению или, не дай бог, смерти кого-то, то помимо того, кто это нажал на курок там, или сбил машиной кого-то, если это твоя машина или твой пистолет, то ты тоже несешь уголовное наказание. Я уж не говорю по поводу гранат. То есть со стороны и полковника, это был, вот делать такие подарки, это была вершина идиотизма. И с точки зрения майора, тащить это все домой, это была тоже вершина идиотизма. Я это к чему говорю? Что вот министр Клименко, наверное, не знал, когда он делал это официальное заявление. А дело в том, что по состоянию на вчера, примерно 21:00 по киевскому времени, не было ни одного свидетеля, который мог бы подтвердить, что полковник, делающий этот подарок майору Частякову, сказал, что там лежат гранаты. Нету. То есть вся эта история, что полковник предупредил, что там лежат гранаты, она, надо полагать, или выдумана где-то там в недрах следственных органов, или же, это придумал сам полковник. Надо сказать, что у него было 2 варианта в нынешней ситуации, после того, как произошла эта трагедия, убийство. У него было 2 варианта для отмазки. Если так по-честному, надо было признать,
что он виноват и это вот сделал, и несет за это полную ответственность. Для отмазки было два варианта. Первый вариант – сказать, что кто-то ему это дал, и он не знал, что там внутри, он так передаточное звено. Но тут были проблемы с этим вариантом, потому что начались бы допросы, начали бы его спрашивать, а кто передал, а может ли его создать портрет, его помочь создать. А знали ли его раньше? Знали, где, кто, когда, назовите, покажите. Если не знали, то как вы могли взять, передать? Короче говоря, там была масса вариантов запутаться над этим, завраться на допросе, и все, и это провал. А вот вариант, ты делаешь так называемый подарок, не говоря, что там лежит. А потом, поскольку тот, кому ты подарил, он погиб, то свидетелей, в общем-то, нет. Твое слово, то есть никто не может опровергнуть, что ты не говорил. Но зато так оказалось, что нету, вот во всяком случае, вчера к вечеру 21:00 по киевскому времени не было ни одного свидетеля, который бы видел, как полковник передавал майору этот ящик и сказал, что там лежат гранаты. Потому что понятно, что если бы он это сказал, я не знаю, может быть, я так подозреваю, что профессиональный офицер бы набил бы морду этому дарителю, имея в виду, что ему предлагалось это взять и тащить домой, где проживают в небольшой квартирке 4 малолетних ребенка. Значит, вот такая ситуация с этим дарением. Далее, в связи с этим возникают вопросы по поводу этого полковника. Допросили его, надо полагать. Сказал он, что там сказал, или он не знал, или он что там лежит, или он предупредил, что там лежит. Короче говоря, это единственный человек, который передал эти гранаты, при помощи которых был убит майор Чистяков, его дочь, сын, понесли тяжелые увечья. Он единственный подозреваемый по этому делу. А вариантов тут масса, как мы потом увидим, после того, как дело было передано в ГБР, то есть официально уже появился следственный орган, у них вместо вот этого несчастного случая или неосторожного обращения со взрывчатыми веществами появилось два дела по убийству, вернее, две версии убийства, и, насколько я понимаю, открыли дело по уголовной статье убийства, то есть как раз то, что я сказал в самом начале. Так вот, казалось бы, у тебя есть единственный человек, который установленный факт, что он передал. Но надо с ними работать. И нету свидетеля, который слышал, что он предупреждал. То есть алиби у него нет. Что делать надо? Надо его заключать под стражу, по крайней мере, и вести с ним работу. Поскольку вариантов тут несколько. Как это потом сказали официальные представители ГБР. Вариант первый. Вы помните, некоторое время назад в Петербурге при очень схожих обстоятельствах был ликвидирован скандальный российский блогер. Это из Ваты, который ура-патриотические, который разжигал ненависть, поддерживал военное преступление, которое творит путинский режим в Украине. И он был ликвидирован похожим способом. То есть там какая-то девушка передала ему бюст, я же не помню, чей бюст там это был. Там было заложено взрывное устройство. Оно сработало, несколько человек ранено, а этот блогер был убит. Идет война, и нетрудно прикинуть, что российские спецслужбы захотели сделать ответный ход. И вот этот вариант, он как-то просто зеркальное отражение. У того было какой-то юбилей, там, по поводу которого они собрались в кафе. Здесь день рождения. Вот и вариант, рабочий вариант. Но тогда надо работать с этим, заключать под стражу и вести с ним беседы. Есть другие варианты, убийства по другим мотивам, о которых я так достаточно осторожно поделился с вами в прошлый раз. И что же делает следствие? Они отпускают этого человека. То есть единственного подозреваемого, который установлен факт, что он передал этот предмет, который взорвался и привел к смерти майора Чистякова, его отпускает на все 4 стороны. Где он дальше пребывает, нам неизвестно. Но он не был заключен немедленно под стражу. То есть человеку дают возможность
Если он подозреваемый, он уже подозреваемый, он признался в том, что передал это, то ему дают возможность, если остались там улики, уничтожить эти улики. Если были у него сообщники, договориться с ним, дать им возможность спокойно уйти. А если, как сейчас подозревается, это ФСБ Российской Федерации участвовал во всем этом деле. И если для этого прибыли диверсанты, то дать возможность им уйти. То есть вот это единственный шаг. Когда единственный подозреваемый отпускается на все 4 стороны, непонятно пока на каким основанием, это смертельный удар по дальнейшему следствию. Потому что трудно представить себе, что можно было сделать за все это время со всеми этими уликами. То есть они могли просто исчезнуть. Следующее обстоятельство, которое не было отражено вот в этом, так как он выразился в официальном заявлении министра Клименко, касалось следующего. Здесь в его заявлении, да и дальше до сих пор, в других заявлениях официальных речь идет о том, что взорвалась граната. Кстати, о гранате. Граната, как известно, уже немецкого производства, причем она такая особая. Она может применяться и для защиты, и тогда удар ее и поражающие эти самые элементы, там она как осколочная, разлетается широким веером во все стороны. А если это для нападения, то она наносит направленный такой удар. Но проблема в том, что характер тех повреждений, которые имеют место в квартире потерпевшего, вернее, убитого майора Частякова, дает серьезное основание подозревать, что это был не взрыв гранаты, а взрыв пластита. И косвенное подтверждение этой версии – это первоначальное заявление кого-то, надо полагать, это, наверное, жена Частякова, хотя понятно, что она наверняка в трансовом состоянии была, в шоковом состоянии. Тем не менее, первое ее свидетельство было о том, что взрыв состоялся при открытии коробки или ящика. А это совсем другое дело, как вы понимаете. Теперь должна состояться экспертиза. И хорошо бы подождать окончания этой экспертизы, если ее будут делать как следует, профессионально, а не так, как надо, и потом уже делать, как сделал министр, вот такие официальные заявления. Третье обстоятельство, которое я вот не нашел пока в официальных заявлениях представителей различных правоохранительных органов, которые так или иначе были причастны уже к расследованию этого дела. Ведь так получается, что этот подарок был сделан майору Частякову, когда он находился в служебном помещении в месте работы. И как мне сообщают, и надо полагать, это логично, значит, речь шла о дне рождения. То есть помимо него там присутствовали еще и другие ближайшие его друзья, коллеги. Но надо полагать, что в число этих ближайших людей входили в основном помощники генерала Залужного, поскольку это, понятно, это один маленький, наверное, спаянный коллектив, которые обязательно должны были там присутствовать. И вот интересно, значит, приносит подарок. Вообще принято подарки открывать сразу при их получении. И как-то чудом получилось, это тоже мне нельзя говорить чудо, это страшное чудо, но тем не менее, что он открыл этот ящик не в том служебном помещении, где он вместе с товарищами находился, а дома. Потому что если бы он открыл это на рабочем месте, где присутствовали другие сослуживцы, то таким образом был бы уничтожен вообще все ближайшее окружение генерала Залужного. И я в своем предыдущем видео под названием «Охота на Залужного» предполагал, что одной цели этого убийства, а на самом деле это не просто убийство, это теракт. Это теракт, поскольку он направлен на уничтожение. Так получилось, что был убит один помощник Залужного, но потенциально их могло быть много, очень много. Все, которые там находились в этой комнате, потому что граната или пластид, то есть взрыв был колоссальный в квартире Частякова. И если бы это помещение состояло из одной комнаты, там могли положить бы всех. Так что ждем.
того, что мы имеем в целом? Сделавший этот подарок, так называемый чудовищный подарок, ну, идиотский подарок, это только так, обезьяна с гранатой, ничего не понимающая, могла подарить в день рождения эту гранату своему сослуживцу. Хотя полковник, понятно, человек и прекрасный, но, наверное, не мальчишка, дослужившийся до полковника, наверное, профессионал, надо полагать. Опять-таки, он был в ближайшем окружении генерала Залужного. Как он мог до этого додуматься, это так просто уму непостижимо. Но, тем не менее, значит, установлено, он сознался. Хотя, так по большому счету, в правовых системах всех цивилизованных государств признание, оно не является единственным, значит, доказательством, на основании которого можно выносить решение суда. Нужны еще другие доказательства, хотя бы косвенные. Ну, это максимум, что у нас пока есть. Итак, он делает подарок. Вопреки тому, что рассказывали потом тролли, ссылаясь на... Но там были такие, они зажеванные были фразы. Вот как, например, официальный представитель Рева, это официальный представитель, по-моему, Министерства внутренних дел, да, которая заявила, что... Да, пресс-секретарь МВД Марианна Рева, которая сказала, что он предупредил, что там лежат гранаты, но тот не поверил. Ну, скажите, не поверил, да, ему говорят, там лежит бомба, да, ну, перестань валять дурака, я возьму эту бомбу, поехал домой, ну, это же кошмар, это какой-то театр совершенно абсурда. И придумали вот эту всю версию, но это ну, просто на уровне идиотизма. И вот идиотизм вот этой версии наводит на меня на нехорошее подозрение, что вот все эти судорожные, не дожидаясь реально результатов, скоропалительные эти заявления, они свидетельствуют о том, что с самого начала был взят курс на то, чтобы это дело так или иначе закопать. Ну и дальше, после получения этого ящика, майор Чистяков, не поверив в том, что его предупредили, что там лежит бомба, тащит это все к себе домой, и там оно все взрывается. Скорее всего, более логично из того набора фактов, которые уже известны, мы имеем следующее. Полковник по неустановленной причине передает ящик с гранатами майору Чистякову, не предупреждая его, поскольку нет свидетелей. Никто пока этого не доказал. Не предупреждая, что там находится, майор Чистяков едет домой, открывает. И если бы он там увидел эти гранаты, разве он дал бы сыну поиграться с ним, а утверждается, что сын начал играться? Нет, скорее всего, произошло так, как и с самого начала сказала супруга майора. То есть он открывает ящик, раздается взрыв, и вот произошло то, что произошло. В настоящий момент, значит... Но это мы так сейчас поговорили все на основе, в основном, заявлений, официального заявления министра Клименко. Но на следующий день, наконец-то, появилось ведомство, которому официально поручили вести расследование. Это стало ГБР. И после этого в оценке существа этого дела произошло существенное изменение. Ну, оставили, вот я так чувствую, скорость, с которой заставили министра Клименко в такое-то время, поздно вечером, выскочить с официальным, туманным и, я бы сказал, обманчивым заявлением, свидетельствует о том, что, видимо, инициатива по информационному обеспечению этого события исходила из ОПы, известной ОПы Ермака. После того, значит, как оно попало в ГБР, выступает и официальный представитель, который говорит, что вот эта версия несчастный случай, она остается рабочей. Но мы с вами только что проанализировали. Чтобы она оставалась основной рабочей версией, мы должны признать, что полковник-майор – это обезьяны с гранатами. То есть профессиональные люди, которые имеют соответствующее образование, которые на войне. Война-то уже идет, слава богу, 20 месяцев. А вот в данном случае они превратились в обезьян с гранатами, которые не знают, что это такое, как с ними обращаться. И вот получается несчастный случай. Вопреки фактам. Но зато потом ГБР выруливает на стезю здравого смысла. То есть открывает еще дело по убийству. Убийство по заказу спецслужб Российской Федерации. Нормально, принимаем.
Убийство на почве неприязненных отношений. Это уже интересно. Это горячо. Это тоже имеет смысл расследовать. И, наконец, попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера аппарата главнокомандующего ВС Украины. Правильно? Как я сказал это вот в своем предыдущем видео. Речь шла так оптимально, по возможности, ликвидировать не только одного майора, но и по возможности максимальное количество его коллег в окружении генерала Залужного. То есть, вот то, что я сказал, я считаю, что имея ограниченное количество фактов тогда в руках, поскольку не был я на осмотре дела и не имел возможности допросить причастных лиц, то есть моя оценка этого существа дела была гораздо более точной, чем та оценка, которую дал министр МВД генерал Клименко. Посмотрим. Я знаю, какую неоднозначную репутацию имеет ГБР в Украине среди скептиков. Но надо сказать, что это дело находится, ну, я не скажу под контролем, но оно привлекло очень пристальное внимание у ближайшего союзника в Соединенных Штатах Америки. По этому поводу сегодня вышла статья в Вашингтон-Пост, где, в частности, она более широкая. Я вам сейчас изложу основные тезисы. Но там же упоминается и вот этот теракт, или это убийство. Заголовок статьи следующий. Помимо нарастания разочарования войной, сложившаяся тупиковая ситуация, внимание, подвергает испытанию Зеленского и генерала Залужного. В статье говорится, что напряженность между высшими руководителями Украины в последние дни неловко выплеснулась наружу. Цитата. Здесь цитируют Зеленского, который в ночь, понедельник, после теракта против майора Чистякова, обращаясь к украинцам со своим регулярным обращением, значит, он сказал следующее. Сейчас все должны сосредоточить свои усилия на защите страны. Собраться и не успокаиваться, не тонуть в междоусобицах и прочих проблемах. Кавычки закрываются. Это блестяще. Ну, просто блестяще. У меня только проблема, у меня только единственный вопрос. Понимает ли господин Зеленский, что для того, чтобы вот это все сделать, ему много не надо. Ему нужно строго топнуть ногой и предупредить свое ближайшее окружение. Не заниматься, не тонуть в междоусобицах, не плести интриги, не пытаться сковырнуть людей, которых они считают политическими противниками. Дальше Зеленский сказал, ситуация сейчас такая же, как и раньше. Если не будет победы, то не будет и страны. Газета отмечает, что редкий публичный спор с командующим вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным, вот так они всегда с таким большим уважением всегда называют его, в этой статье, по крайней мере, называют генерала Залужного, полностью, значит, всю его должность. Так вот, этот спор идет по поводу того, зашла ли война в тупик по типу Первой мировой войны. Залужный, кадровый военный, пользуется огромной популярностью в стране, и в нем видят потенциальную угрозу для Зеленского в случае его прихода в политику. Пока генерал не подает никаких признаков того, что он планирует сделать такой шаг, пишет Вашингтон-Пост. Немножко отвлекусь от текста, сделаю маленькую личную ремарку. В нем видят потенциальную угрозу. Кто видит? Ну, надо полагать, люди из ОПы Ермака видят. Вот он и источник, если немножко так подумать над этой фразой Вашингтон-Пост. Вот он и источник междоусобиц, простите. Вопрос о тупиковой ситуации особенно чувствителен, поскольку украинские официальные лица опасаются, что предполагаемый тупик может означать, что на них будут оказывать давление, вынуждая к переговорам с Россией, в результате которых они будут вынуждены уступить территорию. Подавляющее большинство украинцев выступает против территориальных уступок. Опять-таки отвлекусь, сделаю маленькую ремарку. Никто не сможет оказать влияние на Украину с тем, что она уступила свою территорию, если украинский народ
будет против этого. А здесь полное понимание сейчас, что украинский народ в подавляющем своем большинстве против этого. Хотя, должен вам сказать, что примерно недели 3 назад опубликовали опрос, который проведен был какой-то американский, чуть ли не Gallup, ну, серьезной такой конторой, которая спрашивала, опросила украинцев в различных регионах, как они относятся к возможности, к идее заключить мир в обмен на территории. И что интересно, значит, показалось, что вот эти районы, особенно южные, или те, которые находятся ближе к линии фронта, вот там примерно, ну, менее 50% населения высказалось за то, что, может быть, имеет смысл пойти на переговоры даже ценой уступки каких-то территорий. Но чем дальше от линии фронта и чем больше на запад, тем неприятие вот этой сделки мир за территорию, оно становится просто очевидным. Там, ну, где-то чем дальше, там начинается от 70% и далее идет более 90% неприятия никакой сделки, которая бы включала в себя уступки территорий. Но в Вашингтоне, по крайней мере, сейчас это аксиома, что украинцы на это дело не пойдут, из этого исходят. То есть я не видел нигде, не слышал реально, если это только не утки российской пропаганды, чтобы американцы всерьез рассматривали, по крайней мере сейчас, вот этот вопрос. Ну, дальше идет уже о этом теракте. В результате взрыва гранаты, подаренной на день рождения, погиб помощник высшего командира Украины. Это все вот продемонстрировано для того, чтобы показать напряженность этого раскола, к чему он приводит. То есть здесь они не пишут, что это из России, они этот вопрос не рассматривают. Они считают, что этот взрыв гранаты является следствием вот этого раскола. Понимаете, это очень важно. Это очень важно понять и усвоить. Ну, давление происходит не только с поля боя. Тут международное внимание в значительной степени отвлечено на войну Израиля в сектор Газа. В Вашингтоне среди законодателей существует разногласия по поводу дополнительной помощи Украине. Мы это знаем. Слава Богу, я держу вас в курсе и дальше буду держать. На этой неделе должны изменения какие-то произойти. Там сейчас реально идет мордобой по этому вопросу между республиканцами и демократами. По поводу, то есть республиканцы, даже те, которые приезжали и в последнее время приезжают в Украину, ну, последний я вам назову сенатор Линдси Грэм, который там как соловьиными трелями распевал в Киеве о том, как он любит Украину и как демократическая партия, то есть республиканская партия стоит за ней. Сейчас он вместе с другими коллегами по республиканской партии в Сенате пытается использовать вопрос о пакете помощи Украине в качестве разменной монеты для того, чтобы выторговать от Белого дома уступки, ну, в частности, там по южной границе, по границе с Мексикой, и изменению принципиальных позиций миграционного законодательства, что гораздо сложнее. Но тем не менее. В понедельник, пишет Вашингтон-Пост, Зеленский публично отверг возможность проведения президентских выборов весной, как это обычно происходит в политическом календаре Украины. Но надо сказать, что это, наверное, позитивный фактор, поскольку это тот вопрос, который будоражил в последнее время умы многих наблюдателей в Украине. Понятно, что в условиях военных действий нормальную избирательную кампанию, особенно среди военных, провести практически невозможно, и проконтролировать свободу волеизъявления в ходе этих выборов опять-таки практически невозможно. Однако в последние дни в Киеве некоторые наблюдатели вызывают разочарование тем, что междоусобица играет роль в принятии ключевых решений, которые потенциально могут серьезно повлиять на исход войны. Например, и здесь сообщается, значит, о недавнем снятии с должности генерала Виктора Хоренко, который возглавлял силы специальных операций страны. Хоренко, служивший под началом Залужного, заявил в интервью украинскому изданию «Украинская правда», что ему неизвестна причина увольнения и что он узнал об этом из СМИ. Залужный, по его словам, также не оказался ошеломлен этим заявлением и не смог мне ничего объяснить. Дальше сообщается о том, что министр обороны Умеров
чей предшественник Резников был смещен на фоне расследования коррупции, в своем заявлении, опубликованном в Фейсбуке, сказал, что он не может публично описать причины увольнения Хоренко. Это Умяров не может описать, поскольку такие разоблачения могут помочь России. То есть увольнение блестящего генерала, оно не может помочь России. Все нормально с этим. Да, снимайте боевых генералов. А вот сообщение о том, почему его убрали, вот оно может помочь России. Блестящая мысль. Бывший премьер-министр Павел Розенко в своем главном комментарии в Facebook, получившем сотни лайков, раскритиковал действия Умярова в этом вопросе. Цитата: «Вы совершили очень большую ошибку, когда сделали это представление за спиной Залужного», написал Розенко. И именно такие ошибки ослабляют Украину в этой войне. Очень жаль, что в этой ситуации преобладают политические интриги. Это так, это политические интриги. Вот как описывает Вашингтон-Пост все происходящее в Киеве сейчас. С критикой этого шага выступили многие другие. Один из них предложил, что Хоренко был уволен потому, что не удалось сместить Залужного. И вот эти политические разногласия еще больше омрачили настроение людей в стране, которые и без того мрачны из-за серии жестких или жестоких ракетных ударов России и других военных неудач. Но тут вспоминается и удар по концентрации военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады. Здесь же упоминаются неприятные элементы развития международной ситуации, ну, в частности, вот избрание нового в результате выборов в Словении, затем вот эта история с премьер-министром Италии Джорджи Мелони, которые разыграли российские Лоботряса-2, и которые так откровенно высказались по поводу Украины. И отмечается, что в этих условиях правительству Зеленского все труднее убеждать даже близких союзников в том, что им необходимо больше оружия, денег и других ресурсов, чтобы потеснить российские войска. Вот такая статья, господа. Это очень кратко, она очень длинная статья. Что я могу сказать по этому поводу? Если вы заметили из статей, из тех тезисов, которые я вам зачитал, то есть это в Вашингтоне царит глубокая обеспокоенность. Ситуация действительно очень напряженная. Она напряженная на полях сражений в Украине, в политической атмосфере Украины, но она напряженная и по всему западному миру, в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Это и война на Ближнем Востоке, это там проделки Ирана, Хезболлы там и так далее. В Вашингтоне, я вам дальше расскажу в отдельном видео, там сейчас очень в связи с... Выборы уже начались. Вот вчера в Вирджинии состоялись выборы в местные органы власти. То есть страну лихорадит. Перспективы президентских выборов 2024 года, они, надо сказать, под вопросом. Тоже вам расскажу. Поэтому борьба идет, аж искры летят, скажем вам так. В Конгрессе вот сейчас решается вопрос по поводу помощи Украине. То есть американцы, когда вот возникают такие ситуации, они как-то так вот объединяются вместе с тем, чтобы решить этот вопрос. А там собачиться будем уже потом, после всего этого. И у них как-то вызывает досаду о том, что то, что происходит в Киеве, тогда, когда нужно действительно сплотиться, помимо всех объективных причин, которые происходят за пределами Украины, вот еще начался раздрай внутри страны. И второе, если вы смогли заметить, вот в примерах, в этой статье, в примерах, которые характеризуют раздрай, упоминается увольнение Хоренко. И вы заметили там, где симпатии Вашингтон-Пост в этом вопросе, на чьей она стороне, хотя очень осторожно и дипломатично написана статья. Да и по поводу теракта, хотя тут не употребляется это слово, по поводу помощника генерала Залужного. Генерал Залужный здесь упоминается с большим уважением. По поводу Зеленского ничего плохого. Блестящую фразу цитируют, которую он произнес. Так, ее суть вкратце можно сформулировать следующим образом. Ребята, давайте жить дружно. И наоборот, здесь критикуются такие деятели, как
министр обороны Умеров за то решение, которое он, вернее, тот акт, который он совершил со своим представлением мифическим. Ну и понятно, что американцы прекрасно знают, кто стоит за Умеровым и кто там реально хороводит вот эту всю, и разжигает всю эту напряженность, которая приводит к расколу. Поэтому надеюсь, что президенту Зеленскому доложат эту статью, дадут и почитать полностью, они изложат ее таким образом, который будет приятен для того, кто будет докладывать. И лично я бы из этой статьи сделал однозначный вывод, что действительно страна пришла вот к такому порогу, когда нужно принять волевое решение. Потому что источник, ну нам-то с вами понятен, мне понятен, источник вот этой всего этого раздрая, это тот, кто возглавляет ОПУ. Ни больше, ни меньше. Ну вот на этом я хотел бы закончить это видео. Я в ближайшее же время расскажу о других интересных, важных вопросах. То есть нет оснований отчаиваться, нет оснований для мрачных перспектив. Ситуация напряженная, это война, это бой. И нужно бороться для этого. Именно на это нужно сфокусировать все свои силы. Поэтому, друзья, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!